Питере какие-то магнитные бури или хрен знает что, башка болит вообще кошмарно. Жесть просто. Так, я смотрю, у вас 2 адреса, верно? Да. Не ошиблись? Да, 2 адреса поедем. Первый Лиговка, да? Совершенно верно. Пристегнетесь? Сейчас, одну минуточку, да, переступил порог, я в гостях. Не, ну это не, Нет. не то, чтобы именно по гостевым каким-то моментам. Нет, я имею в виду, Это я такая переступил вся порог, неважно что, уже как бы все. Нам, водителям, очень важно быть в курсе всех последних новостей и достаточно оперативно, ведь мы очень много времени проводим за рулем, и у нас нет возможности, например, читать километровые портянки в новостных лентах или по часу слушать монологи занудные новостных дикторов. Нам нужно получать все быстро и своевременно. Особенно, когда мы ограничены во времени. У меня обычно, как и у вас, наверное, мои коллеги, тоже есть перерыв на обед, перерыв какой-то на перекур, кто курит, перерыв на небольшой отдых. И в момент, пока ты, например, ешь, пьешь кофе в машине, можно уделить 5-8 минут информации, которая очень важна, особенно в настоящее время. Я для себя нашел самый актуальный канал, который как раз пилит удобные ролики по 5-8 минут. И вся правда, все последние свежие новости, они все это показывают. Телеканал называется «Свет». Никакой тягомотины, все очень коротко, внятно и доходчиво. Мне это вообще очень сильно подходит. Надеюсь, и вам это тоже подойдет. Поэтому, если ты хочешь быть в курсе всех новостей, самых последних, обязательно подписывайся, ссылочка будет в описании, ставь колокольчик и будешь получать свежие уведомления. Я, кстати, сейчас просматриваю один из последних роликов. Итак, не теряй времени, будешь в курсе, на волне информационной в первую очередь, и ничего от тебя не уйдет, не скроется. Подписывайся на новостной канал «Свет», и да пребудет с тобой счастье, как всегда, удачи и много здоровья. Пока-пока. Тоже праздник, но у нас нету праздников. У вас-то у кого? Знаете, сейчас, как вы уже сказали, я еду по 2 адресам. Не хотелось бы говорить, ладно, скажу. Я адвокат. Ох, адвокатов-то развелось. Это секрет какой-то? А что за адвокат? По каким? Правовой? В смысле, гражданский или уголовный? И по уголовным делам. Уголовным делам? Да, да. Так что... Секретность повышенная? Почему секретность повышенная? Потому что меня многие знают, спортсмены, артисты. Знаете что, так что вот так вот. Типа вы бабушка, что ж ты ныряешь под колеса-то прямо? Ничего страшного. То есть вы, я так понимаю, типа работаете с какими-то знаменитостями, что ли? Не хотелось бы говорить. Не хотелось бы говорить? Да, есть такое. Знаете, жизнь, она диктует нам свои условия, так что... Понятно. А вы-то давно уже в такси? Я смотрю, не успел, как говорится, присесть, все четко, мягко тронулись. 4 года. 4 года? Это уже, как говорится... В современных условиях, да. А вы адвокатом давно работаете? Вы знаете, я приступил уже... Вы 4 года, я 3-й год. А раньше кем работали? Как-то связаны были тоже с этой историей? Да. Просто... В органах, небось? Совершенно верно. Так что... Так, а выгодно работать-то, да, со звездами вообще, я так понимаю, денег-то там? Если вы со звездами, конечно, работаете. Понимаете, в чем дело? Выгодно всегда, если вы пользуетесь спросом, решаете вопросы в положительную сторону. Так что, пожалуйста. Во, да ладно. Это же как его, фамилию забываю, Погребняк. Совершенно верно. Это прям уже как бы типа нормальный уровень.
Хорошо, что. Сейчас он за Екатеринбург играет, за Урал. Да, я даже не в молодец, курсе. да, молодец играет. Я на самом деле просто не болельщик. Я так, поскольку «Зенит», вот этот золотой состав, когда был Аршавин, Киржаков, там вот эти все истории, то я более-менее как-то следил. А сейчас уже там и так быстро меняется все от тренеров до состава, что я даже ни одной фамилии сейчас не знаю, кто там что играет. Я думаю, что это вы всех возите. Кто у вас только, наверное, не бывал в вашем автомобиле или как? Да а что, у меня вообще известных людей ни одного человека не было. Мне как-то не попадались, мне все простые. Простые работяжки. Просто, да, разные люди, но каких-то там супер-пупер знаменитостей. Но я до этого просто ездил на экономе, на тарифе эконом. И по тарифу эконом, всякие знаменитости не ездят. Понимаете? Да, у вас. Нет, раньше это был эконом. Сейчас у меня более-менее хорошая машина, но все равно я вожу комфорт, как у вас, скорее всего, тариф. Сейчас же комфорт вызывали. Совершенно верно, да. А я в этот самый эконом сейчас не включаю. Автомобиль достойный у вас, естественно, люди. Вы перешли, 4 года отработали и перешли на другой уровень. Да? Как и вы, наверное, да? Вы же тоже работали на государство, а потом перешли на другой уровень, работаете с другими людьми уже, так скажем, по другим тарифам, по другой тарифной сетке. Правильно. А вообще, много дел удается в нашей стране выиграть вообще? То есть это все-таки такой момент, мы же с вами, наверное, если вы не будете, так скажем, кривить душой, мы же понимаем, как у нас судебная система построена в стране. Понимаете, в чем дело? Кто платит, тот и заказывает, так скажем, решение суда. У вас выигрывать много дел получается в стране, в нашей? Это все-таки уголовная, да, история, и насколько много дел удается выиграть? Например, из 10, будем так говорить, из 10 5-6. 5-6. Да. Это требует каких-то дополнительных, скажем так, финансовых вливаний? Конечно, вы знаете, когда скажут 10 из 10, это нереально. Это нереально, и я могу вам сказать, сколько там 20 было и 20 выиграно. Так не бывает. Правильно говорил антибиотик в бандитском Петербурге. Можно украсть велосипед и все здоровье оставить в тюрьме, а можно воровать вагонами и всю жизнь оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. Да, кстати, второй адрес у нас будет банк. Заедем в банк. Да. У вас тут стоит адрес, это адрес банка, да, я так понимаю? Да, второй адрес банка. Хорошо. Нам же вот сюда надо, да, здесь остановиться? Я сейчас развернусь тогда и подъеду сюда. Да, развернитесь, будьте добры. Хорошо. Подождете меня. А долго вообще придется ждать? 3-5 минут. 3-5 минут. Я не буду ожидания включать, ладно? Не надо, не включайте. То есть вы просто побыстрее постарайтесь, чтобы я там Хорошо. Вот уже мне тут не задерживался. СМС-ка пришла, все ждут уже. Вот здесь. Да. Ага. Надо будет обязательно, когда придет, взять у него карточку визитную, потому что вы все время спрашиваете, многие спрашивают, что в такси можно вытошнить, кроме херового здоровья. Друзья мои, помимо больших заработков, а периодами они бывают реально большие, можно еще вытошнить полезные знакомства, про которые я вам периодически говорю. И те люди, которые не хотят застревать в такси, пользуйтесь возможностями, или даже если вы не хотите развиться самостоятельно, адвокат, по уголовным делам, да хер знает, может пригодится, пускай будет. Понимаете, вот так, срочно понадобится, хуяк, а у тебя визитка под рукой, телефон человека, и все. Такая история.
Так, что-то, блин, чувака уже нет 10 минут. Обещал за 5. Надо ему набрать. Поторопить адвоката, а то он там с кем-нибудь обсуждает свои дела на кучу бабок. А мы тут таксисты страдаем за 1200 рублей. 1253. Неплохо. Ну, дождь, потому что коэффициенты хорошие. В Питере дождь. Как дождь в Питере всегда хорошо. Прекрасно. Вообще отлично. Охуеть. Вот я, надеюсь, не назову себя нехорошим словом, но походу прекрасно. Прекрасно. Вот давайте-ка сейчас прикинем, а если у него он реально стоял с погребняком в обнимку. Блять, если он просто оказался этим самым, просто фанат футбольный, да, и с ним сфотографировался, а мне сейчас начесал, что он, короче, как они за меня эти, блять, черти, ёпту. Не, ну, конечно, может быть, я рано кипишую, но чувак не берет трубку. Давайте еще раз ему наберем, блин. Ну, все понятно, короче. Жека, поздравляю тебя с очередным супер-упомрачительным кидаловым на 1253 рубля. Ты старый, а не адвокат, мать твою, а? Ну что ж такое? Как я, блядь, как они умеют чесать в уши, а? Вот ты работаешь уже, да, работаешь, несколько сделал поездок, там, блядь, у тебя уже все стирается, да, ты как бы думаешь, ты вот такой весь прошаренный, уже тебя хер кинешь, бля, и опять, короче, такая история, вот один в один. Причем людей вообще ничего не смущает, просто ничего. Вот им по кайфу, как бы, вот так вот делать и все. Еще две по... Чувствуете, да, грамотно? Поставил два конца, два адреса, налик, чесал мне в уши про эту историю, весь серьезный, крутой, деловой, блядь, и в итоге меня, короче, развели, блядь. И не надо мне сейчас говорить о том, что, Жека, ты прошаренный, блядь, ты должен уже это все раскусывать. Попробуйте сами раскусите, блядь. Вот попробуйте раскусите, понимаешь? Ну как человеку, блядь, в душу не залезешь? Вроде нормальный человек, блядь. Я не удивлюсь, если в следующий раз мне сядет бабушка, скажет, ну чё, блядь, мне в поликлинику справку забрать, и сейчас обратно поедем. Вышла и съебала. Вот и все. Ладно, блядь. Пишите, что я еб... YouTube все стерпит, блядь. Сука! На новой тачке.